Друзья, привет! С вами Ирина. Сегодня приготовим знаменитый торт или пирог «Слезы ангела». Хотя это и не торт, и не пирог, а чудо чудесное. Уверена, многие уже готовили. Напишите, пожалуйста, в комментариях свой отклик. А тех, кто еще не готовил, призываю обязательно это испечь. Пирог получил свое название из-за капелек влаги, выступающих на готовом изделии. Получается трогательно и необычно. При этом ничего сложного. И освоить такую выпечку можно с первого раза. Мы будем готовить простой песочный корж и 2 слоя начинки. Рецепт под видео. Я пекла в форме 24 см диаметром. Приступим. Добавляем к маслу сахар. Просеиваем муку с разрыхлителем. И перетираем все это руками. Масло должно быть холодным, с холодильника. Делаем такую крошку, но сильно не переусердствуем. Теперь добавляем сюда 1 желток. Белок у нас уйдет на 3-й слой. Перетираем. Теперь нам нужно замешивать тесто. Если желтка недостаточно, чтобы сформировать комочек теста, добавляйте понемножку сметаны либо йогурта. Тесто заворачиваем в пищевую пленку или в простой целлофановый пакет и отправляем в холодильник на полчаса. Готовим творожную начинку. Творог протереть через сито, в крайнем случае взбить блендером. Дело в том, что от блендера начинка может немножко осесть после выпекания. Чтобы творог не протирать, лучше взять тогда мягкий магазинный творог и просто потолкти толкушкой. Добавляем сахар, желтки, сметану и ванильный сахар. Все это перемешиваем. Такая получается однородная, приятная масса. Для уверенности в том, что она действительно загустеет, добавьте буквально 1 столовую ложку манки или муки. Хотя некоторые ничего не добавляют. Тщательно перемешиваем и оставляем творог на 30 минут при комнатной температуре, для того, чтобы растворилась, разбухла манка. Раскатываем тесто между 2 кусками пергамента или пакета. Сверяем круг с диаметром вашей формы с учетом бортиков. Будем перекладывать теперь в форму. Форму ничем смазывать не нужно, я только дно застелила пергаментом. Бока не смазываем. В тесте достаточно жиров, поэтому оно не пристанет. Бортик высоким не делайте, он еще поднимется. Сразу же выкладываем сюда творожную начинку. Разравниваем. Я борта делала не очень высокие, только для творожной начинки. Можете сделать и повыше, с учетом 2-й белковой начинки. И сразу отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Печем 20-30 минут до легкого зарумянивания творога. За 5 минут до готовности начинаем готовить суфле. Для этого белки из холодильника начинаем взбивать на маленькой скорости, постепенно увеличивая ее. Затем добавляем сахар или сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков. И тут же выкладываем ровным слоем по всей поверхности пирога. Можно так и оставить, а можно сделать бороздки вилкой или вот таким кондитерским шпателем. Ставим форму снова в духовку на 5-10 минут, чтобы верх слегка стал румяным. Затем достаем форму, проветриваем духовку несколько минут и снова возвращаем в духовку до полного остывания, оставив маленькую щель. А можно в духовку снова не помещать, а просто накрыть большой миской. Через 2-3 часа появятся янтарные капли. Это конденсат, который образуется на поверхности пирога и растворяет карамельную корочку. И чем темнее эта корочка, тем темнее слезы. Не рекомендую оставлять пирог на ночь. Свежим он гораздо вкуснее. Надеюсь, видео было для вас интересным и понятным. Жду ваших вопросов, пишите отзывы, делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал Готовим с Ириной. И спасибо за ваш лайк. Всем пока, до новых встреч!